Здравия желаю, мои сладкие. Вот знаете же пасхалки во ФНАФе? Крутые такие, которые дают огромную кучу пищи для размышлений, для наших любимых теоретиков. Как правило, эти самые пасхалки находят очень быстро. А помните FNAF 5? Короче, всем было абсолютно похер на него в плане полной практически игры. Из-за этого в сеть лишь недавно, спустя 5 лет с выхода игры, всплыло это. Спрашиваете, что это? Ну, давайте разбираться. Так, и сначала я хотел бы обсудить, как ее вообще получить. Для этого во второй ночи, после захода в комнату Балоры, нужно зажать клавиши 1 и 0. Да, не самое интересное занятие, но все же. И затем, спустя ровно 1 минуту, появляется какой-то синий экран, или голубой, я не знаю. Затем нам нужно нажать на клавишу 1, и появятся какие-то числа. И скажу сразу, я не знаю на 100% что это. Этим пусть теоретики занимаются. Хотя, прочитав Reddit, в котором сначала и нашли эту секретку, блин, капец, 2 года прошло, и прочитав какую-то фанатскую вики, я понял, что эти цифры ничего не означают. В самом коллективе написано, что цифры генерируются от 0 до 9, поэтому можете и не пытаться расшифровывать все это. Хотя, все же кое-что интересное есть. Если в коллективе немного отойти от начального положения, то за кулисами мы увидим это. Какая-то дата, а именно 17 августа 1995 года. А теперь поговорим, точнее придумаем догадки к тому, зачем Кок Колтон создал это, а тем более, почему он не убрал легальный способ войти туда. Самая распространенная теория, почему Колтон ее добавил, это то, что все эти цифры по-научному называются счетчиками каунтеров. А если говорить обычным языком, то все игровые действия. Но эта теория сразу же разрушается. Ведь в коде не написано, что эти каунтеры зависят от этих самых игровых действий. Ведь числа там идут абсолютно рандомно. Вторая теория это то, что Скотт ее намеренно оставил, чтобы такие дебики, как я, ломали над этим голову. И к тому же, в этом самом... да, при заходе проигрываются странные звуки. Всего таких звуков 4. Это 1, 8, 7 и 5. А теперь поговорим о том, зачем Скотт оставил это. Тут тоже есть две догадки. Первое, это опять то, что Скотт специально ее оставил, чтобы мы нашли ее и ахали. И второе то, что Скотт зачем-то сам на время делал способ открыть это окно, к примеру, во время тестов игры, а затем забыл удалить. Я прощаю тебя. Хотя в таком случае непонятно, зачем он выбрал такой долгий путь. Ну то есть, минуту зажимать клавиши это долго. Да и само это окно бесполезное. Как пример могу привести FNAF 1, где, чтобы скипать ночь, нужно ввести всеми вами знакомую комбинацию. И от этого был смысл, и это делалось быстро, поэтому теперь вообще хз. И кстати, многие, в том числе и сам автор поста, пытались написать Скотту Колтону на почту, но наш дед не дает ответов. И честно, я не понимаю, почему это нашли только спустя 5 гребаных лет. Он же не закрыт где-то в жопе игры. Нет, он стоит спокойно среди других фреймов. Но заметили его только недавно. Ну, почти недавно. А на этом ролик подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите в мой телеграм-канал. А всем кишмиша!